А как вот эта жизнь с базовым доходом в обществе? Ведь по большому счету мы понимаем, и нам это преподносят из тех публикаций, которые есть, что это вот нечто позитивное. Вводятся некоторые эксперименты на протяжении Да. этого года о том, что вот смотрите, сейчас вот там вы там граждане будете получать по 2-3 тысячи евро условно в месяц, но И ничего не делать. ничего не делать, но ни копейки больше, ни копейки меньше. Короче, живите себе. Нечто подобное, кстати, это очень интересное наблюдение, испытывает ряд украинских беженцев в Германии. Именно украинских, потому что им предоставили жилье, им предоставляют выплаты. Не 2-3 тысячи евро, меньше, конечно. Но, тем не менее, работа у них, тоже понятная по зарплате, и, в общем, все такое, в общем, обязательная история. И даже есть, люди, которые пенсионеры там, они говорят, не-не-не, не надо мне даже ничего на карточку ни на какую пересылать. Условно, чтобы помочь к празднику там на мандарины. Не-не-не, Мгм. иначе увидят, что мне приходят куда-то деньги и лишат меня вот этих выплат. То есть, фактически, этот эксперимент на фоне вот этой ужасной войны, он работает, он сейчас, как бы, Да. можно делать выводы. Тогда получается, что западное общество вот вовсю уже... Помните, как была зеленая повестка? Всех бредили все Мгм. этими ветряками, там, кизяками. А сейчас вот как бы бредят вот этой экономической моделью. Нет, пока, это не совсем экономическая модель, это скорее социальная модель. На зеленой повестке, кстати, пришла к власти фон дер Ляйен а, и, скажем, те партии, которые поддерживают. Зеленая повестка канула в вечность. Изобрели новую повестку. Это борьба с антихристом. Пока что выживают и консолидируют Европу, держат Евросоюз вместе за счет этой повестки борьбы с антихристом. Это единственное, что у них осталось. Отсюда всяческое неприятие каких-либо контактов, наказание за контакты и тому подобное. Базовый доход. Что такое базовый доход? Еще раз. Цифровой концлагерь, базовый доход. Если ведете себя хорошо, он вам капает. Допускаете или совершаете мысли преступления, он перестает вам капать. Тотальный контроль. Повесточка 20-30. Интересные данные приходят, мы в прямом эфире. Иранское посольство в Украине поздравило украинцам с Рождеством и Новым годом. Пожелали мира в 26-м году. Написано, что христиане там Ирана как бы вместе со всем миром тоже празднуют Рождество, поэтому с праздником, уважаемые украинцы. Но это, конечно, потрясающе, особенно ввиду того, какие отношения между Ираном и Украиной, ввиду того, как Зеленский вводит санкции против Китая и заявляет, что китайские спутники показывают российским ракетам, где объекты инфраструктуры и куда бить. Такой достаточно... Еще используются и китайские системы наведения спутниковые тоже. Да, и что? Вы же используете американские. А мы китайские. Свои-то давно. А как ли? Поэтому, есть китайские замечательные. Да, очень интересно. Значит, вот такая еще новость приходит, что журналисты нашли в Израиле Миндича. Они его сфотографировали 2 дня назад, потом показали кусочек видео, он там на пробежечке такой весь, на спортике, спортивный, в очечках, говорит, что про коррупцию не хочет отвечать на вопросы, но говорит, НРГА, там прекрасная компания. В общем, такой какой-то абсолютный идиотизм. Но давайте будем откровенны. В рамках украинской войны для украинского общества эта вся история, это, конечно, очень серьезный болезненный удар, который длился, как оказалось, не просто вот эти пару дней, пару месяцев, вот сейчас, это прям вот полгода с Майдана вот этих картонок. Как вы думаете, зачем этот замут, да, американцам? Это для того, чтобы выборы как-то провести? Или какие-то другие есть планы? Просто мы с вами обсудили уже Венесуэлу, Мадуро, который сидит. Вот сейчас видим Зеленский, который хорошо себя чувствует, да, без главы офиса.
ну, официально. Который тоже себя неплохо чувствует. Ну, Ну, все глава себя, офиса без портфеля, можно вот так называть. все себя очень хорошо Да, чувствуют, понимаете? вертикаль сохранилась, все А нормально. коррупционный скандал, ну, как-то все равно. А на самом-то деле, ну, серьезное событие 25-го года. Извините, я просто должен сейчас тут переключить питание. Да, А, переключите питание, друзья. секундочку. Я пока всех приглашаю проголосовать в нашем опросе. Кто громче хлопнет дверью, как раз-таки армия России, ВСУ, компромат, НАБУ, ФБР, никто, просто будет тягомотина вот такая. Поэтому, друзья, Да, все, можно в общем, продолжать. пожалуйста, доголосовывайте. Ведь это действительно мог быть поворотным моментом вообще во всей войне, но не стал. Почему? Ну, потому что у американцев нет никакого желания завершать войну. Потому что я глубоко уверен, что все эти путеводная звезда Анкориджа – это всего лишь такая часть гибридной войны, диверсия. Потому что есть договоренности, их нужно соблюдать, но можно их соблюдать формально. Поэтому мы будем с русскими о чем-то договариваться. Потому что, ну, посмотрите, на весь этот процесс прошел год, да? Авиасообщение не восстановлено. Вопросы с диппредставительствами, дипмиссиями не решены. Ну, элементарные вроде бы вопросы, да? И, соответственно, есть ли у американцев рычаги прижать Зеленского к ногтю? Есть, они это показали. Но почему-то не пошли дальше. Потому что у них, я более чем уверен, у них не стоит такой задачи. А стоит задача, в общем-то, как и говорилось, американская империя нанести максимальный ущерб России, возможно, даже пытаться нанести стратегическое поражение и организовать смену режима. Все вкладывается в эту канву. Прошел год, ничего не поменялось, кроме бла-бла-бла. Ну, не сказать, что режим слабее. А мы посмотрим, как пройдет 26 год с точки зрения экономики, потому что Набиуллина и Силуанов, они свое дело сделали. Посмотрим, что будет с экономикой в 26 году, с банковской системой. Пока что американцы ввели очередные санкции, как вы знаете, нефтяные. В результате Китаю нефть отгружается по 30 баксов, то есть дисконтом 30. Ну, это очень мало, да. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому, говорю, все эти разговоры о мире, они были направлены на то, чтобы, скажем так, убедить Кремль не кончать Украину здесь и сейчас. Похоже, убедили. Тогда какой видится, ну, какие перспективы, да, у этого... Вот Хантера даже вытащили, показали сегодня. Хантер Байден говорит: ой, слушайте, куда я попал? Говорит, Украина это гадюшник. Все коррупционеры. Я, говорит, я пришел. Я там, дело не в том, что я там буризма. Я там вроде как честно фигурировал. Короче, он на халяву получал там по 100 тысяч долларов. Ничего, не просто за то, что его там имя было вписано. Он там получал другие гешефты. У него там схемы, вот эти все моменты. Вернуть не обещал деньги после Нет, раскаяния. ну, Нет, говорит, нет. Украина, тяжелее, ну, вообще ужас. Как там вести Да бизнес, более да? того, ну, может, правда, поиздержался, потому что он же там в интервью говорит о том, что ничего не оставил Байден как бы после своего президентства, ничего нет. Ну, то есть денег нет. Дома в кредитах, в ипотеке, короче, беда в семье, в общем, надо ходить это с протянутой рукой, а Украина вообще гадюшник такой там коррупционный. Ну, послушайте, о чем говорит это, ну, скажем, это явление Христа народу? Придется просто, скажем, поскольку он демократ, я думаю, что демократы готовят общественность к тому, что они не будут поддерживать Украину. Потому что демократы, я думаю, выбрали ту же примитивную стратегию в кампании, что и Трамп. Говорить и делать все прямо противоположно тому, что говорит и делает Трамп. Все. Трамп пытается закончить войну в Украине, ничего не получается, поэтому давайте будем говорить, что Украина – это страшный гадюшник и тому подобное, и вообще политически такая заразная тема. Вот все.
Получается, если демократы не поддерживают, если при демократах воровали, если у Трампа ничего не получается, какая тогда перспектива? Ждать, пока, ну, условно, России надоест, или она, ну, там, не сможет уже таким же образом, как сейчас, продолжать войну. Ну и, собственно, пока там не будет кризис в России, чтобы закончить И эту... я думаю, что даже экономический кризис в России, он никак не повлияет какое-то время, ну, год-полтора, может быть, больше на возможность вести боевые действия с такой же интенсивностью. Но я думаю, что украинцы просто раньше закончатся. День в 26 году украинцы закончатся. Чего вы ждете еще 26 года? Эскалации, я жду конфликта, решения еврейского вопроса окончательно на Ближнем Востоке и экономический крах, начало экономического краха во всем мире. Так вы так... Слушайте, вы спросили, я ответил. Не, вы так это говорите, экономический крах во всем мире, как у нас есть такой персонаж, ну, вы, может, знаете, это старый еще, с такого постсоветского телевидения, Дид Панас, он сказочку рассказывал вечером, и такой, вот такая малята, да, вот такая херня малята, понимаете? Да, примерно так, да, малята. Катастрофа экономическая. Так, а подождите, откуда взяться катастрофа экономическая, раз все как хорошо? Смотрите, деньги на Я Украину. не знаю, где что хорошо, понимаете, просто если вы возьмете, скажем, ну, 4 ведущих экономики, это США, Евросоюз, Китай и Япония, там белых лебедей нет, там одни черные лебеди везде. Поэтому что-то да выстрелит. И если вы посмотрите просто на те дислокации, которые существуют на финансовых рынках, в банковской системе, скажем так, их размеры, они давно уже превышают, причем значительно, те дислокации, проблемы, которые были в конце 90-х и в 2007-2008 году. Вот и все. Поэтому здесь не вопрос того, что произойдет, а вопрос в том, когда это начнется и с каких уровней по индексам. Это все. Соединенные Штаты в этом будут играть первую скрипку, как причина. Не знаю, я думаю, ну... Просто официально, помним, кризис 2008 года в Китае, недвижимость, вот это нам рассказывали, помните? Ну, там проблема с недвижимостью, перепроизводство. В Китае, да, проблемы перепроизводства. В Китае, да, проблемы с недвижимостью. В Китае дефляция уже который квартал. В Китае огромные долги, которые, ну, активы банковской системы Китая превышают активы банковской системы Европы. Это без учета так называемой серой банковской системы, а с ней там раза в два. А американцы в этом смысле где-то там, далеко внизу. Но рушится рынок облигаций Японии. Давно ожидаемое событие. В 2025 году он начал просто рушиться. Рынок таки переехал, Банк Японии. Поэтому, если рушится рынок облигаций, у них еще инфляция, ЦБ Японии начинает с ней бороться, повышая ставки. Тем самым он провоцирует закрытие carry trade по иене, которое ставилось там десятилетия. И по самым скромным оценкам, ее объемы в валюте фондирования, то есть в иене, порядка 20 триллионов долларов. Она сидит везде. Ну, а дальше у нас что? У нас дальше прекрасный, замечательный пузырь и в Штатах инвестиции, вернее, в эту сферу. Кто у нас там визионер? Сёма Альтман, известный проходимец. Чего? Он хорошие вещи говорит. Скоро будут люди в космосе работать. Да. Нам электричество пахать и сеять будет. Нажал на кнопку, и человек готов. Я уже просто видел все это в конце 90-х. Интернет, развитие технологий. А потом в 2003 или 2004 году в Маккинзи был, сейчас не знаю, есть ли нет, такой замечательный институт, Global Research Institute. Они выпустили обзор
такой сделали глобальный обзор, а как же изменил интернет и как же изменили огромный тогда был прорыв и прогресс в производстве чипов, производительность труда. Самое главное, что они меняли. Оказалось, что статистически важными изменения были только в нескольких отраслях. Ну, понятно, это продажи, это гостиничный бизнес, это логистика и производство чипов. В производстве чипов производительность труда выросла аж в несколько раз. Я тогда, помню, репу почесал, не понял, стал читать дальше. И тут оказалось, что они учитывали официально абсолютно используемую в Америке так называемую гедонистическую поправку. Именно. Ну, поскольку чипы становились дешевле, но их производительность росла в несколько раз, ну, негоже говорить, что производительность труда при производстве чипов снизилась, поэтому стали использовать несколько другую оценку вклада чипов в ВВП. А именно, поскольку чипы работают, скажем, в 4 раза больше, то потребитель получает удовольствие в 4 раза больше, ну, соответственно, пишем цену в 4 раза больше. Так и с этим и. Один в один. Только на огромной, на шкале, которая просто несопоставима, потому что, еще раз, уже второй квартал рост инвестиций в ИИ опережает вклад в ВВП роста потребительских расходов. И вот последние вышли, когда ВВП, там потребительские расходы, там ужасная картина. Именно потребительские расходы по всем категориям упали. За исключением медицины, страхования и финансовых услуг. То есть то, без чего жить нельзя. На всем остальном американский потребитель впервые начал экономить, скажем так, серьезно. Поэтому, ну, видели мы такие пузыри. Только они были чуть меньше. А этот просто огромный. Тема мигрантов сейчас очень остро вышла непосредственно на авансцену. Ее пытаются замалчивать. Я имею в виду европейский театр демографический. Да, не только европейский. Но Европа очень сильно изменилась, и об этом все говорят и видят, да, как потемнела кожа европейца и какие проблемы сталкиваются европейцы с тем, что происходит у них в городах. С ножами, грузовиками, бусами, которые въезжают в людей и так далее. Причем даже поскандалили немножко. Мерц говорит, мы покажем американцам, мол, как у нас все хорошо, и что эта миграционная политика нам дает больше плюсов, чем минусов. Вместе с этим разного рода аналитики считают, что многие же там, да, фигурируют понятие Третья мировая, там еще какая-то. Война цивилизации. Да, все это уже идет и так далее. Так это главное оружие. Если вы... Скажем так, это главное оружие против белых. И на самом деле все это проводится под эгидой ООН, потому что в ООН есть программа замещающей миграции. Подавалась она под тем соусом, что поскольку население стареет, сокращаются размеры рабочей силы, поэтому нужна новая рабочая сила. И под этим соусом запустили эту программу в Европе, в России, везде. В Штатах то же самое. Ну вот стали выходить исследования, говорящие, что все это хуцпа. Стареющее население прекрасно справляется с экономическим ростом. И поскольку замещающая миграция, она в основном производится иностранными специалистами очень высокой квалификации, они скорее нагрузка на бюджет, чем плюс экономики. Потому что, ну, как у нас говорят, 7 иностранных специалистов заменяют экскаватор. Но экскаватор он дешевле по обслуживанию, потому что эти 7 специалистов иностранных еще, между прочим, привозят свои семьи и получают выплаты из бюджета очень часто. Поэтому легче купить один экскаватор. Поэтому зачем на самом деле это делалось? Ну, понимаете ли,
есть повесточка 2030, еще раз, это то, что проповедовал товарищ Швабе, его хозяева в Римском клубе. Она заключается в том, что в определенный момент на сцену нужно вывести новое мировое, единое мировое правительство. А как вывести? Оно же должно у вас отобрать все свободы. У вас ничего не будет, но вы будете счастливы. Ну, вот как раз использование мигрантов один из способов, а именно вы хотите жить в безопасности, вы хотите, чтобы все это прекратилось, вы видите, ваше национальное правительство не способно с этим справиться. А мы, новое транснациональное правительство, предлагаем вам решение. И мы решим эту проблему. Но для этого вы должны забыть о своих свободах и правах. И люди соглашаются на это. А кто-то из отцов-основателей штатов, не помню кто, честно сказать, по-моему, Джефферсон, как всегда, говорил, что люди, которые выбирают безопасность ради свободы, недостойны ни свободы, ни безопасности. И как это наложится на экономический крах в 2026 году? Это часть программы. Еще раз. Что такое экономический крах? Это режет социалка, например, как Германия. Нужно затянуть пояса ради победы Украины. Нужно затянуть пояса, потому что в 2029 году на нас нападет антихрист. Нужно готовиться. Все это складывается в один такой пазл, когда люди, скажем так, коренное население остаются без средств к существованию. Огромная преступность, проблемы везде. Еще раз им предлагают, ребят, вот вам базовый доход, вот вам цифровой концлагерь. Мы можем обеспечить вам безопасность, но вы должны от всего отказаться. Стандартная фишка. Что будет конкретно с территориями, ну давайте так, средней полосы? Я возьму здесь не страны в разрез, да, ну, имеется в виду Россия, Украина, Беларусь, там вот это, да, а вот именно вот эту территорию что ждет? Потому что можно сколь угодно смеяться над там, планами Нового Иерусалима, вот это все. Это все красивые фантики и обертки. Но, ну, давайте откровенно, мы же видим, что мигрантов уже завозят в Украину. Мы видим ситуации, которые по мигрантскому вопросу в Российской Федерации тоже периодически, да, возникают, всплывают. Мы видим разный контингент, который приезжает. Причем всем принято как бы возмущаться, что вот смотрите, в Европе там какой-то мигрант... Ну, там... а в России тоже уже пошли серьезные разговоры об принудительной исламизации страны, например. То есть мы видим действительно серьезные проблемы. Что будет с этой средней полосой, какая ее судьба в момент объединения проблем экономических, да, и вот больших, о которых вы сказали выше, и вот этого миграционного вопроса? Ну, я думаю, что для европейцев все это вновь, для нас тоже не вновь, и, скажем так, пассионарности и, что ли, запроса на изменения я пока не вижу. Поэтому, ну, будет такой плавильный котел, где русские, как обычно, будут нацменьшинством. Это же еще со времен Совка там же пошло. Ведь официальная политика Совка, коммунистической партии, была такая, что, ну, поскольку Российская империя так сильно угнетала всех и вся, то нужно развивать республики-сестры за счет РФ. Это была вся политика Совка. Но она не изменилась. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Кто громче хлопнет дверью до Нового года? 3% ВСУ, 7% компромат НАБУ ФБР против украинской власти, 18% армия России и 72% никто ничем не хлопнет. В общем, всем давно все ясно. Очередная тягомотина. Я так понимаю, что у аудитории совпало настроение с вашим сегодняшним. Вообще не предновогоднее, вообще ничего как бы хорошего не сказали, Степан Геннадьевич, ни об уходящем годе, ни о грядущем. Иностранный агент в России, Слепаков.
Вот несколько лет назад он сделал такой прекрасный музыкальный клип. Это был тяжелый год. Вот. Я думаю, что мы в первом куплете этого клипа. Ну, так, чтобы, знаете, люди не особо возбуждались. Да, друзья, давайте время повозбуждаться и нам в комментариях, и с вопросами, конечно же. Начнем сессию ответов на вопросы с сообщества YouTube. Поехали. Вопросов очень много. Даже клуб не включал сегодня, потому что, ну, правда, очень много. Но всем большое спасибо за поддержку и за то, что пишете. Значит, поехали. Режим Блиц, чтобы как можно больше успеть. Александр Степан Геннадьевич, добрый вечер. Как-то на одном из семинаров Степан Геннадьевич говорил о проливе Дрейка мельком и о его возникновении. Можно ли поподробнее сейчас об этом рассказать или на одном из семинаров будущих? Очень интересно послушать вашу точку зрения. Кстати, ссылки на там Сити-класс, это лекции Димуры в описании к этому видео. Не, ну, что здесь интересного? Много чего интересного. Берете официально признанные карты, да? Не обращайте внимания на то старое, я имею в виду там до 1000, ой, дай бог памяти, там до 1540 года, что-то такое. На то, что там Антарктида, четкие границы Антарктиды без льда, внимания не обращайте. Это чтобы вас не смущало лишний раз. Смотрите, батюшки, а Южная Америка соединена с Антарктидой сушей. Берете карты, по-моему, после 1560 года, либо 1000, я не помню же, 1500, либо 1600, по-моему, 1500. Батюшки, а там пролив Дрейка. Причем на Google картах он выглядит так, как если бы вы, скажем, бросали вот такой тяжелый металлический шарик на песок горизонтально. И вот этот шарик, он, когда приземляется, ударяется в песок, он оставляет такой борозду и вал. И вот как раз на Google Maps видно, что на дне такая борозда и огромный вал. Скорее всего, туда что-то попало по касательной, куда-то улетело. Отсюда был потоп. Древняя цивилизация частично погибла, частично осталась. Отсюда и гиганты, все остальные, которые описаны везде и оставили очень много следов. После этого вы так смотрите, идете, скажем, на какую-нибудь историческую лекцию какому-нибудь очередному просветителю официальному и задаете вопрос: скажите, пожалуйста, а вот эти вот карты официально признаются как древние? Да, ну что, они там из коллекции, либо из хранилищ. Да, это да, там даже можете упомянуть картографов, которые их создавали. А тогда как вы объясните вот эту вот нестыковочку? Про Антарктиду лучше вообще не говорить, потому что у них тоже тут же случается истерика. Ну, никто вам ничего объяснить не сможет. Моделировали все это на самом деле. Моделировали, и как шла бы волна после такого удара, сколько бы раз она обогнула земной шар, потому что земной шар не круглый, скажем так. И вот интересно, что там, где пустыни в Австралии, в Африке, на Ближнем Востоке, в Евразии, как раз там проходили основные воды. Да, значит, поинтересуйтесь этой темой, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Привет с Рудного, Казахстан. Вопрос к Степану. Как вы считаете, украинцы себя сами сожрут, как пауки в банке, или все-таки нужна полная капитуляция, чтобы они побежали сдавать друг друга, доказывая, что они партизанили в пользу России? Да, я думаю, до этого не дойдет, потому что, еще раз, те, кто хотят остаться, останутся. Те, кто захотят уйти в Западную Украину и на Запад уйдут. Здесь будет все по-любому, я думаю, разделение труда. Ну, конечно, Запад наверняка оставит, как в свое время с бандеровцами, очень много спящих ячеек и спящих агентов на территории, которая отойдет к России. Андрей, вопрос. То есть 27 декабря Рада собирается на внеочередное заседание по вопросам выборов, и 31 декабря Зеленский объявляет выборы где-то в марте, выигрывает, и еще как минимум 5 лет войны. Я все правильно понял? Нет, 5 лет войны невозможно. У украинцев просто не хватит на 5 лет войны. В принципе.
ни экономики, ни людских резервов, если все будет уничтожаться даже такими же темпами, как уничтожается сейчас. Следующий вопрос. Пятая колонна в России за глобалистами? Да, за кем? Они за британцами. Британцы здесь хорошо работали со своими НКО и подобными организациями. До сих пор работают. Причем эта пятая колонна, так называемая, она сидит везде. И в Думе, и в высоких кабинетах везде. Я уже рассказывал, как ЧК их может спокойно вычислить. Особо не утруждаясь. Ну, почему-то не хочет. Следующий вопрос от Владимира. Здравствуйте. Попросите Тимуру, пожалуйста, поломать мою логику. Зерна пшеницы и кукурузы Монсанто. Посадочный материал картофеля из Голландии. Все рассчитано для одноразового использования. Повторная посадка семян плодов не дает. Семенной резерв страны под большим вопросом. Что будет, когда мировая торговля и логистика схлопнется? Какие перспективы голода? Ну, я думаю, что за этим все это делалось. Для этого вся Чтобы, песня и писалась. да, чтобы в определенный момент прикрыть ту кормушку, потому что аналогичные эксперименты, вернее, не эксперименты, аналогичная политика проводится с удобрениями, с калийными. Если вы посмотрите, когда Россия запретила вдруг экспорт калийных удобрений, это было 2 или 3 года назад, по тем соусам, что мы их не хватает на рынке, на внутреннем рынке их было полно, потому что переизбыток. Была такая страна, по-моему, в Индонезии, где там была... Нет, не Индонезия. Может, даже Индонезия. Они были первыми, кто взял на себя обязательства в рамках программы ООН по сокращению использования калийных удобрений, сократить их использование на 50%. Сократили. На следующий год резко сократился урожай. Ну, и там началась большая буча, голод и буча, и вообще восстание илотов. Поэтому я думаю, что вы правильно размышляете, это зерна одной цепи. Звенья одной цепи, прошу прощения. Так, Александр спрашивает. Вопрос мистеру Тимуре. Степан Геннадьевич, вы как-то сказали, что в России власти действуют по примеру Британии в демографическом этническом плане. А почему они так делают? Ведь им же, их детям, любовницам здесь жить придется. Не грозит ли это для них в конечном итоге потерей власти и активов, а может и жизни? Ну, это вы заставляете их думать на 2 шага вперед. Во-первых, они этому не обучены, поскольку если вы зададитесь вопросом, откуда в Британии столько индусов, пакистанцев и, скажем так, гусских, это колониальной администрации колоний, их дети и помет, скажем так. Поэтому я не думаю, что они так далеко думают, а потом, что в Китае, что в России. Ну, это, скажем так, отделение глобалистов, потому что тот же Швабе называл Китай его самой любимой и правильной диктатурой. И Китай делает, в принципе, все в рамках глобалистской повесточки. Цифровые ID, все эти скоринги и тому подобное. Ну, цифровой концлагерь, если угодно. Степан Геннадьевич, а могло ли не быть бандеризации в Украине, нжегизации в Армении, леснобрации в Прибалтике и чингисханизации в Средней Азии при солженизации в России? Нет, это отчасти, скажем так, одного плана, британского плана. Поэтому по созданию такого огненного кольца вокруг того, что они в 1906 году впервые назвали Срединной империей. Потому что Британия – это морская империя. Соответственно, чтобы контролировать все, гегемонию везде, ей нельзя было допускать контроля какой-либо мощной страны или мощной империи над евразийским пространством. Соответственно, как контролировать Россию, ну, создавая очаги напряженности по ее границам, чтобы она все время была занята подавлением этих очагов напряженности.
Это Так, официальный план Британии с 1906 года. Следующий вопрос, Татьяна. После установки МАКС каждое утро громко произносите в сторону смартфона: «Доброе утро, товарищ майор». Вам все равно, а человеку приятно. В России грядет цифровой тотальный контроль над нами за наши же деньги. Ну, китайская модель, да. Добрый вечер, Александр, Степан Геннадьевич. Владимир Путин не будет выступать с посланием к Федеральному собранию в 2025 году. Ранее такие паузы уже случались в 17-22, но причины были понятны. 17-е послание фактически перенесли на 18-й на фоне президентских выборов, а в 22-м военный шок, резкая неопределенность. Какую логику вы видите в отказе от послания именно сейчас? Это Не знаю, случаем не знаю. не признак Даже не четкого задумываюсь. плана, нежелания фиксировать обстоятельства по экономике и военным действиям, или, на ваш взгляд, здесь более что-то глубже? Не знаю, даже мозги напрягать влом. Отличный ответ эксперта Степана Дебуры. Мозги напрягать влом. Так, какие цели преследует Турция в войне с Израилем? Для чего Турция этот очаг напряжения? Благодарю, Александр. Всем мира и добра в новом году. Зачем Турция это очаг напряжения? Напряженности. Ну, может быть, это нужно не Турция, а кому-то еще. А Турция всего лишь выполняет, скажем так, чьи-то еще приказы. Но, с другой стороны, Турция, она одолима. Ее одолел план там пантюркизма, кто-то еще что-то говорит о Османской империи. Ну, соответственно, турки очень недовольны тем, что израильтяне пытаются влезть в Сирию, поскольку они считают, что это их проект, их вотчина, как говорится, good luck. Это первое. Второе, ну, турков, скажем так, и весь этот проект пантюркизма, построения Османской империи, ну, был благословлен Ватиканом, и султанчик получил добро, причем его использовали исключительно как противовес этим самым судитам, потому что судиты считались лидером исламского мира. В свое время Ватикан себя позиционировал так, что он представляет интересы исламского мира в христианском мире, а, соответственно, интерес христианского мира в исламском мире. Долгая такая история была. Ну, и судиты стали там, как говорят, попой вилять, не по делу. Ну, им тут же создали, скажем так, такой условный противовес. Эрдоган хотел величия всего на свете. Великий паши. Ну, сказали, да, конечно, не проблема, давай. Но имей в виду, что... Поэтому, на самом деле, я думаю, что Штаты, я говорил, много раз их поставили на растяжечку с двумя ЧВК. Одна – это ЧВК Украина, другая – ЧВК Израиль. Соответственно, ЧВК Израиля позволяла британцам и, в общем, Западу коллективному, не используя своих солдат, контролировать и логистику на Ближнем Востоке, и, скажем так, ресурсы Ближнего Востока. Есть план Clean Break от 1991 года, можете набрать в Гугле, почитать. Соответственно, их поставили на растяжечку, и я думаю, в 2026 году еврейский вопрос на Ближнем Востоке будет решаться с помощью Ирана и с помощью турок. Так, следующий вопрос. Если бы во власти России были исключительно русские, а в Украине украинцы, сколько бы времени понадобилось для завершения войны? Я думаю, быстро бы завершилось. Либо морду бы набили, либо ужрались бы вместе. Ну, так условно говоря, потому что война ведется не за интересы двух народов от слова совсем. Так, значит, Степан Геннадьевич, Владимир пишет. Северные потоки, Севморпуть с российскими ледоколами. Кто и как будет использовать эту ресурсную базу?
Ну, смотрите, якобы во время последних пятичасовых переговоров Кушнера, Виткофа, Путина, Дмитриева, Ушакова поднимался вопрос о восстановлении северных потоков. Соответственно, поскольку этот вопрос является табу для того же Мерца и для Евросоюза, я думаю, что их уже в расчет никто не принимает. А почему табу для Мерца Евросоюза? Ну, потому что это переговоры с Россией, мы типа идем на попятную. Вы что? Мы же должны отказаться от российских энергоносителей. Уже, по-моему, они взяли на себя опережающие обязательства к началу 2027 года. Это официальная политика Евросоюза. Поэтому, разумеется, никто в Евросоюзе не согласится на восстановление северных потоков. Я думаю, что частью, на самом деле, еще плана, который был озвучен более 3 лет назад, это то, что американцы будут торговать и использовать транспортную инфраструктуру российскими энергоносителями. Но в тот момент, скажем так, ситуация в экономике и на поле боя для России была, мягко выражаясь, не лучшей. Сейчас все кардинально изменилось. Поэтому, я думаю, в те договоренности уже можно вносить коррективы. Но, тем не менее, мы видим, что это, скажем так, тема развивается. Севморпуть, ну, в Арктику хотят многие, да, поскольку там действительно огромные запасы всего и вся. Но чтобы ее осваивать, нужен ледокольный флот, юрисдикция над территориями и тому подобное. Но туда еще лезут китайцы. И поскольку американцы сделали все, чтобы бросить Россию в объятия Китая и практически обнулить все эти результаты 60-летней политики США, очень мудрой, которую на самом деле предложили Рокфеллер через свою шестерку Киссинджера, они их обнулили. Это гениальный шаг со стороны американцев. И они обнулили, на самом деле, по большому счету, на мой взгляд, все результаты политики Британской империи, которая проводилась с 1906 года. А именно на евразийском пространстве случилось, скажем так, образование пары стратегических союзников, один из которых Китай становится гегемоном. Bad idea, как говорят американцы, bad idea. Так, следующий вопрос. Добрый вечер. Вы говорили, что Западу нужны ресурсы России в собственность под залог на выпуск долга. Что мешает выдумать ресурсы в Гренландии, Антарктике, на Луне и набрать долгов под них? Ну, понимаете ли, банковская система еще не настолько отмороженная, оторванная, чтобы в обеспечение брать непонятные бумажки с неподтвержденными резервами. Вот что мешает. М, Для ш- начала, прежде чем задать такие вопросы, вы матчасти изучите, что нужно для обеспечения, как работает обеспечение и тому подобное. Так, значит, следующий вопрос. Э, Вот такой. По поводу нефти вы уже упоминали. Американцы добьются того, чтобы от главного экспортного товара обнулились цены и сильно уменьшились. Сейчас 35, но то ли еще будет? Как и предполагалось, эскалация будет увеличиваться, новые санкции отсыпят. Вот их начали отсыпать. Но я думаю, что будут еще новые санкции. Посмотрим. Я думаю, что эта политика будет продолжаться. Значит, этот философский вопрос. Уважаемый Степан, скажите, пожалуйста, пока люди не поймут свои ошибки, война будет продолжаться дальше? И как в мире, где есть интернет, куча информации, можно быть такими необразованными? Легко. Один итальянский философ, он, к сожалению, запамятовал имя, но он уже ушел от нас. Его спросили, как он относится к интернету. Он сказал, что относится к интернету отрицательно. Почему? Потому что интернет позволяет 6 миллиардам дебилов изливать свою подкорку на толпу. Поэтому причем здесь интернет? Люди всегда такими были.
Так, значит, делится своим впечатлением пользователь, говорит, третьего дня был в Египте, в Каире открыли отличный музей Древнего Египта, был на туристических местах, это, конечно, грандиозно, пирамиды, великолепные храмы. Что скажете о судьбе Египта, Степан Геннадьевич? А что значит судьба Египта? Что имеется в виду? Ну, что ждет Египет? Видите, какой там бум строительства. Человек, наверное, это Ну, не знаю, подчеркивает. я никогда не интересовался Египтом. Не египтолог. Интересовался только пирамидами и артефактами, но страной нет. Значит, ну да, со страной там беда. Ну, в плане там, не там, где туризм, а в принципе, страна. Оксана возражает вам, нет уже такого влияния Британии в России, как 10-15 лет назад. Зачем вы преувеличиваете? Нынешние лидеры... Оксана, вы просто ничего не знаете. Нынешние лидеры — это пыль по сравнению с тем, что были раньше. Нету там мозгов больше в этой Британии. Вы просто ничего не знаете, и поэтому так утверждаете. Вот все, что могу сказать. То есть Британия не пыль. Она не пыль, ее главное оружие – это так называемая британская мягкая сила. Мгм. Страшное оружие. Изучите вопрос для начала. Потом чушь несите. Так, значит, Александр, это чат трансляции. Противостояние NVIDIA и Tesla, оно показное или имеет под собой разное, в общем, Кого разногласия? противостояние? NVIDIA, ну, это те, которые... Может, NVIDIA? Ну, NVIDIA, ну, короче, ну, вы поняли. Тут материнские платы компания, которая производит. И Tesla. А в чем противостояние? Просто не отслеживаю все этот бред. Реально. Вот, пофигу абсолютно. Потому что это пузырь, который готов. Просто задайте простым вопросом, когда вы говорите Тесла, великий визионер и футуролог Маск, посмотрите на PE этой компании. Они там по 230. Посмотрите на бизнес этой компании. Да. Ну, производят электрические повозки с китайскими батарейками, пальчиками, китайскими моторчиками. Модельный ряд убогий. Китайцы уже давно в данном ценовом сегменте производят машины, которые на голову выше Теслы и по качеству, и по набору опций. Какое будущее у этой компании? Не особо такое. Ну, сохранит свою нишу а-ля Apple, да. Но откуда-то API 230, алло, на борже. Так, значит, Саня, будь другом, спроси Степана, кого он именно видит в качестве нового президента Украины, пожалуйста. Какие вопросы зрители задают? Как это правильно сказать? Без мата, что было? В душе не чаю. Вот. Не чаю? Да. Был такой пророк Нечай, который предрекал развал Украины. Ну, не знаю, вот если бы я был западником, да, я бы разыграл бы, наверное, комбинацию с Усиком. С Усиком? С Усиком. Усатую комбинацию разыграли бы. Да. Украинцы купились на раз-два. В тандемчике у него шел бы этот, как его, Залужный. Ну, он сейчас занят. Освободил бы. Он занят, он на отдыхе. Вызвал бы из отпуска. В Доминикане. Если бы я был западником, я бы такую комбинацию разыграл. И заодно бы Кремлевский бы тоже бы наколол. Опять надул бы с такой комбинацией. Вопрос. Коммунизм в итоге победит? Самого себя, да. Запомните раз и навсегда, что все эти левацкие штучки заканчиваются, когда заканчиваются чужие деньги. Чужие деньги закончились. Угу. В общем, пользовательница, как Димура пришел к такому душевному спокойствию? Хотя бы один совет дайте. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Нет, серьезно. Потому что, как вам объяснить? Просто не надо обращать внимание на всю эту суету. Возможно, это приходит с опытом, возможно, это приходит с сознанием. Но, как я говорю своим детям, я забыл больше, чем вы когда-либо узнаете. Наверное, успокаиваешься, когда ты понимаешь, куда идут процессы, и твои
скажем так, умозаключений, построенной модели происходящего соответствует действительности, ты делаешь вывод, что не уходя на метафизические уровни, ничего поменять ты не можешь. Поэтому ты уходишь на метафизические уровни, скажем так. Так, возражает вам Роксана, говорит, весь Союз пахал на Москву, о чем Димура вообще говорит, о том, что все жили за Ладно, счет да, России. понятно. Пусть изучат материалы съезда ЦК КПСС, а потом будет что-то говорить. Я же говорю не просто так, я говорю основываясь на официальных материалах. Значит, гностики были правы, Степан Геннадьевич. Материальный мир был создан злым демиургом, а Шваб его пророк. Ну, в Библии есть, на самом деле, всего лишь, на мой взгляд, два правильных утверждения. Первое – это то, что боги во множественном числе. Это есть в канонических текстах. Суды там богов и тому подобное. И второе, что вначале было слово. То есть, мысль материальна. Ну, а дальше делайте выводы. Да, и эфир, кстати, тоже существует. Мгм. Значит, вопрос, куда денутся еврейцы после решения еврейского вопроса и какое соотношение потерь России и Украины? Не знаю. Мое старое предсказание, что еврейцам сильно повезет, если Израиль сохранится как гетто в границах 67, до 67 года. Не забываем, в Сирии уже зашли кто? Хуситы. И Иран снова зашел. А вы знаете, кто сейчас был такой коридор Сулеймани, по которому иранцы через Сирию снабжали Хезболлу и Хамас? Ну, во-первых, Хамас – это продукт Масада и лично товарища Натаньяху, но потом, да, немножко они потеряли управление. А этим сейчас занимаются турки. На минуточку. А Кипр в каком положении относительно Турции? Турция полезет на него? Да нет, там все уже как бы, ну, Я думаю, поделили. там на самом деле устаканилось, хотя могут. Ну, понимаете, все такие вертикали власти диктаторско-шовинистического типа, они рано или поздно любят прибегать к маленьким победоносным войнам, которые завершаются для них очень плохо, но тем не менее их любят повторять. Я не думаю, что НАТО долго осталось. НАТО как Как организация? организации, да. Поэтому не исключаю варианты, что рано или поздно турки решат устроить маленькую победоносную войну и взять Кипр. Не исключаю такого варианта. Ну, на Грецию вряд ли, как На бы. Грецию вряд ли им это и не нужно. Так, значит, вопрос. Не кажется ли Димуре, что у Зеленского в планах сидеть на сокращающихся остатках Украины до конца своих дней, ибо выбора у него? У него другого выбора нет. Поможет ли Россия развеять мечты по поводу вечно молодого? Вечно молодой – это кто? Зеленский? Угу. Ну, пока что, еще раз, кремлевским очень сильно с ним повезло. Здесь вопрос в том, когда Запад осознает, что они поставили не на ту лошадку. И не только не на ту лошадку, а то, что все их планы превратились в пыль, а плана Б нет. Вот тогда у Зеленского могут начаться реальные проблемы с дыхательными функциями, скажем так. Если ВСУ, Сандра спрашивает, Ян, уже утратили стратегическую инициативу, как вы считаете, что удерживает Запад от прямых переговоров с Москвой, боязнь лица или ставка на затягивание? Ну, Запад искренне верит, на самом деле, что эта стратегия была разработана в 2022 году. Есть такая группа «Алхимия» в британском Министерстве обороны. Стратегия заключается в постоянном давлении на Россию и в эскалации всех конфликтов с Россией. Поэтому они свято верят, что Украина еще миссию свою не выполнила, она еще может нанести
достаточно серьезный ущерб России, потому что, во-первых, на украинцев можно вешать все диверсии. Да, можно пытаться перекрыть судоходство теневого флота по Балтике, по Средиземному морю. Можно бить по энергетической, газодобывающей, нефтедобывающей, по нефтепереработке в России. И все это вешать на украинцев. Тем самым страдают украинцы, гибнут украинцы, а Запад якобы не несет никакой ответственности. И действительно никаких пока последствий Запад на себе не ощущает. Поэтому Украина будет использовать до последнего. Запад ведет сейчас гибридную войну. И как раз новая девочка, новая Милфочка, которая во главе Ми-6, она как раз специалист по гибридным войнам. Ведется изнутри через различные конфессии, скажем так, и объединения конфессиональные. Ведется через экономическую политику внутри страны. Я больше уверен, что ЦБ и Минфин – это активы Ми-6, потому что то, что они делают, просто, даже не то чтобы здравому, но просто не поддается никакому анализу здравому. Соответственно, идет гибридная война, и Украине в этой войне отводится важная роль. Просят, дайте, пожалуйста, совет украинцам. Ну, а что вы можете сделать? Ну, только мочить ТЦКшников и мочить власть. Ну, сегодня как раз такой был эпизод, когда в Днепре человек, ну, в общем, у него проверяли документы, а у него был нож. Вот. Ну, и там его подстрелили, в общем. Говорили, стреляли в воздух, В общем, такая, вот уже началось, в общем, так сказать, вот эта история. А что остается украинцам? Либо текать, либо пытаться как-то сбиваться в стаи, защищаться стаями. Дмитрий Москвин спрашивает. Степан Геннадьевич, правда ли, что наше все Виктор Пелевин в своем романе «Лампа Мафусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами» своего героя-трейдера Крим Пай списал с вас? Так, кто-то что-то говорил подобное, да, что многие идеи были. Ну, не знаю. Я, честно говоря, Пелевина никогда не читал и читать не собираюсь. Ну, и тоже, когда был модно что-то одно я прочитал, по-моему, из Пелевина. Наверное, «Поколение Пи». Ну, в общем... Да, я начал читать «Поколение Пи», но, как и в свое время Ильф и Петров, меня это не столько не вдохновило, но такой блевотный какой-то запашок пошел. Не мой писатель, не мой стиль. Здравствуйте. Зная немного украинскую власть уже как бы изнутри, вы бы, будучи на месте Путина, подписали с нынешней украинской властью мирный договор? Спасибо. Нет, и с Западом мирный договор. Никакие договоры подписывать не стал бы просто потому, что это бесполезно. Это не стоит бумаги, на которой он подписан. Поэтому вопрос я должен решаться в данной ситуации радикально. А именно, есть Украина, есть проблемы. Нет Украины, нет проблем. С Западом бы так бы вопрос решить, скажем. Есть Британские острова, есть проблемы. Нет, нет проблем. Но на это нужны яйца. Почему Путин не избавляется... То есть, задуматься, а что они сделают? Ну, приплывет несколько Посейдонов, ну и все, и что они сделают? Ну, вы какой-то тоже... Ну, тоже что-то запустят. Чего? А кто там будет запускать? Все жить хотят. После Посейдонов-то вы что? Как? Ну, кто? Американцы? Французы? Нафиг им это нужно? Если так разобраться. Все только вздохнут с облегчением. Ну, нет их и нет, и хорошо. Давайте мириться и договариваться. Почему Путин не избавился от Силуанова Набиуллиной? Потому что он им безмерно доверяет, и они делают прекрасную работу. Об этом Путин говорит на протяжении, не знаю, скольких последних десятилетий. Так, вот здесь еще вот такой был вопрос, очень важный. Так, «Три толстяка», Степан Геннадьевич, это персоналии или группы? Если персоналии, то кто решает их смену?
Это Я, честно говоря, не знаю, о чем идет разговор. это не с вашего какого-то, ну, может, кто-то Не знаю. не с вашего лексикона, я понял, Не, о каких толстяках. не с моей мовы. Нет. Давайте вот этим вопросом закончим. Вопрос Димуре. Так будет в России и на Украине хорошо или хорошо уже было? Это от вас зависит. Больше ни от кого. А я добавлю, а в 26-м? Нет, в 26-м точно не будет. Есть только на перспективу. Ой, точно, что коник без ноги в 26-й год. Цирк с конями к нам Цирк с приехал. конями, а коник без ноги. Ногу потерял Да. в 25-м. Можно сказать, цирк уехал, а кони остались. Да. Степан Димура в последнем эфире в 25-м году. В следующий раз встретимся уже в 26-м. Спасибо большое за время и мысли. С наступающим. С наступающим, всех удачи.